так уже нормально набрал. За полчасика. Вот. Столько примерно. Тем более я после вчерашнего еще не отошел. Да, кейтер. Вчера я не бухал, не принимал, не курил, ничего не делал. Вчера я совершил марш-бросок до реки Курт, до речки Курт. За нее, если идти вот так вот километров 10, и там еще километров 10 я вдоль речки по всяким буеракам, болотам, топям ходил. Итого полдня я на это убил. Но, к сожалению, ничего кроме горьянчиков я там не поймал. Ни одной зачетной рыбы, которую можно было бы взять домой, я не нашел. Ну, я, конечно, не особо готов был. Но так, на разведочку. Дошел там до пасеки. До озера чуть-чуть не дошел. Может быть, на озере еще стоит порыбачить. Ну, до него что-то я как-то это заблудился там. Далековато там. Ну что, что-то не видать больше строчков рыбья. Куда они сидели? Очень странно. Здесь они должны быть. 100% должны быть. А их нету. Они, говорит, должны быть, но их нету. Да. Господа и дамы особенно, что меня довольно сильно удивляет. Среди хейтеров большинство не мужиков, а баб. Старых, ни на что негодных бабищ, которые поливают меня грязью. Дед-пердед, 100 лет в обед, ничего не может, ничего нигде никак, дом плохой, везде срач, за котами не ухаживает, ну и прочие гадости, которые я повторять не буду. Так вот, неуважаемые дамы и господа хейтеры, кто из вас смог бы совершить такой марш-бросок, как я вчера, километров на 30, по всяким буеракам, рекам, ракам, болотам и топям? Сильно я сомневаюсь, что кто-то из вас способен на это в мои-то годы. Почти 60 лет мне. По западным меркам не такой уж и старый я. Что касается мужиков-хейтеров, я уверен, исходя из жизненного опыта, в том числе последних лет, что 9 из 10 хейтеров, которые меня есосят здесь, на моем же канале, при личной встрече лицом к лицу засунули бы свой язык глубоко в свою вонючую задницу. А если бы не засунули, то меньше чем за 2 секунды оказались бы на земельке отдыхать после левого бокового или правого хука в висок. Не то чтобы я такой офигенный боец, но я почти всю жизнь, господа хейтеры, провел в спортзалах. Сейчас, конечно, я не такой сильный и быстрый, каким был 20 или даже 10 лет назад, но опыт показывает, что для вас достаточно и такого деда-пердеда. Валил я мужиков и тяжелее себя гораздо, и моложе гораздо. И даже на прежнем месте жительства выходил против 3-4. Ну, конечно, если бы они были чуть посмелее, эти 3-4, они бы меня завалили просто. Но
навалились бы один в ноги, другой за руку, за пояс и так далее. Ну, как показывает опыт, такие хейтеры могут только за глаза обсирать и толпой нападать. Последний раз один такой обиженный хейтерок целую толпу против меня собирал. Когда легких люлей получил, когда втроем на меня выходил. Парочку легких ударов пропустил. Сразу убежал ментам жаловаться. Из-за спины ментов потом оскорблением мне кричал. А потом толпу начал собирать. Так что я вовремя оттуда свалил. Потому что ребзя против толпы воевать бесполезно. Толпа завалит любого, какой бы он ни был. Смелый, храбрый, молодой, сильный, тяжелый. А не такой дед-пердед 100 лет в обед, как я. Как показывает мой опыт, ребята, которые что-то могут в реальном бою или в реальной уличной драке, обычно хейтерством не занимаются. Они уверены в себе, поэтому никого без нужды не оскорбляют просто так первыми. Ну ладно, что-то я это много времени на вас потратил. Просто я хочу сказать, что, господа, вы имейте в виду, что дед-пердед 100 лет в обед при личной встрече может вас ушатать меньше, чем за 2 секунды. Раз-два, и все, и на травке лежите. Так что думайте, прежде чем писать всякие оскорбления. Про женщин я не говорю, про бабенцы этих толстых, глупых, бестолковых. Как говорят зыканы, с бабы спросу нету. Сама не знает, чего мелет. Ладно, на этом я грибалку заканчиваю. Мою первую грибалку сезона 2024. Обещаю, что если меня не свалит инсульт, инфаркт, толпа хейтеров или менты, я еще вам покажу много грибалок в этом году. И надеюсь, что еще и рыбалок. Все. Всем покеда.